Друзья, всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусную творожную пасху с начинкой сникерс. Для начала приготовим заварную основу. Для этого сливки отправляем нагреваться практически до кипения, но не кипятим. Яйца отправляем в емкость, взбиваем на средней скорости, и когда появляется легкая яичная пенка, в несколько этапов вводим сахар. Яйца взбиваем примерно 1-2 минуты до просветления. Когда сливки нагрелись, они очень горячие, вливаем тонкой струйкой в яичную смесь и активно помешиваем одновременно венчиком. Затем переливаем все это обратно в сотейник и отправляем на средний нагрев завариваться. Нужно активно помешивать, чтобы у нас получился заварной крем, а не омлет. И минуты через 3-4 масса начинает густеть. До кипения ее доводить не нужно. Температура массы не должна превышать 80-85 градусов. Этого будет достаточно. Снимаем с плиты заварную основу и перекладываем в посуду остывать до комнатной температуры, накрыв при этом пленкой в контакт. Далее берем творог, у меня в брикетах, так как он менее зернистый, но, конечно, можете взять и более зернистый творог, просто из брикетов его проще и быстрее довести до более-менее однородного состояния. Я делаю это при помощи блендера, можно также протереть через сито. Добавляю к творогу размягченное сливочное масло и еще раз пробиваю блендером, чтобы продукты объединились. Можно просто лопаткой перемешать. И пока оставляем в сторону. Следующим этапом берем карамель. У меня домашняя соленая карамель, рецепт я оставлю в описании. Вы также можете использовать, конечно, и магазинную карамель. Добавляем к карамели жареный арахис. Можете добавлять как соленый, так и не соленый арахис, смотря какой любите. У меня соленый. Перемешиваем все до однородности и тоже пока отставляем в сторону. Теперь берем молочный шоколад в калетах или обычную магазинную плитку, просто поломайте на части. Заливаем шоколад горячими сливками и активно перемешиваем до однородности шоколада. Если шоколад плохо плавится, то можно помочь и дополнительно прогреть шоколад в микроволновке примерно 10 секунд. Когда заварная основа достигла комнатной температуры, добавляем ее в творог и перемешиваем до однородности. Можно лопаткой, но миксером оказалось быстрее. Просто перемешиваем, ничего взбивать не нужно. Далее добавляем шоколадную глазурь в эту массу и арахис с карамелью. Нужно все небрежно перемешать, чтобы остались небольшие разводы, похожие на мраморный рисунок. Так пасха будет еще более красиво выглядеть. Я использую обычные пасочницы, их размеры я напишу в описании к видео. Также нам понадобится влажная, но хорошо отжатая марля, сложенная в 2 слоя. Я прокладываю марлей пасочницу внутри, стараясь не создавать большие складки. Складочки нужно по максимуму распределить по форме, чтобы все было равномерно. И накладываем творожную массу с горкой, так как под прессом она немного утрамбуется в холодильнике. От данного количества творожной массы хватает на 2 таких формы. Поэтому, если вы хотите приготовить одну пасху, то смело делите количество всех ингредиентов пополам. Заворачиваем края марли. И пасочница должна обязательно стоять на тарелке, так как в нее будет стекать лишняя влага. Количество жидкости будет зависеть от влажности творога, который вы используете, и эту жидкость нужно будет слить. На пасочницу нужно поставить груз, у меня это разделочная доска, и сверху я также ставлю тарелку с водой и отправляю на ночь в холодильник. У меня уже настало утро, я достала из холодильника пасху. Один раз я уже сливала жидкость с тарелки, и вот немного еще отделила жидкости. Аккуратно снимаем марлю с дна пасхи и переворачиваем форму на блюдо. Удаляем оставшуюся марлю аккуратно. Вот такая она красивая получилась. И теперь по желанию можно украсить пасху. Я поливаю карамелью. Посыпаю соленым арахисом и
воздушным рисом в молочном шоколаде. Это очень вкусно. Вот и все, творожная пасха с начинкой сникерс готова. Уже не терпится показать вам, какая она внутри. А внутри очень много арахиса, карамели и шоколада. Это действительно очень вкусно. Приготовить такую пасху достаточно просто, поэтому рекомендую вам попробовать. Светлой всем Пасхи. Пока-пока.